В прошедшем зимнем сезоне мы вам показывали дрифт Ближнего Востока, но есть подозрение, что четкой картины о чемпионатах и о пилотах у вас так и не сложилось, потому что гонки гонками, но общий настрой всегда и везде передают люди, его участники. Поэтому мы решили показать всю эту кухню изнутри и взять интервью у абсолютно разных пилотов Ближнего Востока, чтобы немного приоткрыть завесу тайны и, может быть, сломать некоторые стереотипы. Прежде всего, поздравляю. Thank you, bro. Изначально здесь должны были стоять только мои машины. Так задумывалось. Но затем у нас появилось много клиентов, и теперь тут и мои машины, и машины клиентов. Я расскажу вам, что мое, а что нет. Это моя, да. Тебе нравится? Сейчас такое очень трудно найти. Знаешь, за сколько 2 недели назад такой в США ушел? 98 тысяч долларов. 98. В первом автомобильном маркетплейсе Fresh есть тачки на любой вкус, от спортивных эмок и ГТРов до уазиков. Все машины проходят диагностику по 256 пунктам, и эту диагностику можно получить прямо на сайте. Если вы хотите продать автомобиль, то Fresh сделает это быстро и по вашей цене, без всяких звездочек и доплат. Еще есть супер крутая фича — это региональная разница цен на автомобили. Например, гелик в Тюмени стоит дешевле, чем в Краснодаре. Через Fresh вы можете продать тачку в регион, где она стоит дороже, и получить больше денег, чем планировали. Переходите по ссылке в описании, чтобы выбрать свой будущий автомобиль и узнать обо всех услугах первого автомобильного маркетплейса. Да, леворульный. Не часто такие встречаются, да? Давай, открывай. Это дорожная машина. Кресида? Да, Кресида. Кресида, конвертированная в Марк 2. Ребят, ну это настоящий эксклюзив, это нереальная тачка, смотрите. Леворукий Марк. Открывай, открывай, посмотри двигатель. Тяжелый, да. Дорожная машина. Все аккуратненько и на показ. Да, круто, круто. Короче, сейчас Лосев обзавидовался только что. Кто-то из вашей команды был на такой же машине, да? Евгений Лосев из... Очень быстрый, очень-очень. Смотрите, это Pro Show Car. Но, если честно, в соревнованиях я его не испытывал. Только сейчас. Во-первых, у нас нет запасных кузовных деталей. Поскольку парень, который делал обвес, он закрыл свою мастерскую, и больше таких не достать. Если что-то случится, у меня ничего нет на замену. Мы стараемся найти человека, который решит эту проблему, и попробовать ее в соревнованиях, но по большей мере она для показа. Дрифтовых RCF, я думаю, может, есть 4 в мире. В Японии вроде 2, одна здесь, и еще одна вот здесь. Такая же, только это на V8. Это единственная здесь машина на V8. Это та, которая утонула. Не знаю, видел ли ты, год назад ее в одной другой мастерской, она утонула. Пошел дождь, лужи были вот такие в глубину. А эту машину залило аж до крыши. Это машина клиента, но я на ней езжу. Он оставляет ее здесь. Да, да. 2 раза выкатывали. В ней 1800. Она разгоняется до 325 километров в час. GZ. Только он. Смотри на турбину. Она крупнее двигателя. Пытаемся достигнуть 3.14. Но дело в том, что мы не можем найти нужный нам дифференциал. Может, закончим следующей зимой. Двигатель раскручивается до 10,5 тысяч оборотов. Это моя первая машина для дрифта из 2011-го. Первая машина, в которой я попробовал подрифтить, но теперь мы сдаем ее в аренду. Кто-то арендовал ее для EDC недавно, кто-то для Амана. В основном она в аренде. Здесь 600. Маленькая турбина,
Головка 1J, 2J, но с высокой компрессией. Работает как атмосферный. Да, это моя машина. Со времен института 2005-го. Та самая машина. Сейчас Evo — это просто безумие, особенно леворульные. Заводи, заводи. Ключи там. Даже выхлоп. Все стоковое. Прям как из музея. Даже магнитола оригинальная. Вот это хорошая вещь. Но зацени руль. Do you like Carix? Кого? Carix. Если честно, никогда не пробовал. Может, можно здесь попробовать? Анатолий Щербак, you know? Да, да. This owner. Он владеет Owner CarX. Я Carix. знаю, да. На ПК работает? This is my simulator. At home. So on the simulator, so Yeah. Я попробую CarX. Можно это онлайн скачать? Download from internet. Yeah, да. Yeah, Carix is good. Я попробую, ни разу не пробовал. Но в этой игре есть все мои машины. Короче, Ахмат уникальный тип. Он зарабатывает только дрифтом. В общем, он похож на нашего Аркадия Петровича. Просто живет дрифтом, что-то чинит, ремонтирует, гоняет. Ну и, как мы уже сегодня поняли, собирает разные прикольные тачки. Это прям круто. Это та, которую ты видел. UAE, Такая же, как вот эта. А ты единственный пилот Red Bull в Эмиратах? UAE. Да, в 2016-м. Before that, I was doing. It's not you. You? Не-не, это Мэтт Майка. Мэтт Майк, yeah. Вот это моя. Yeah, good, nice. Ну, ты сейчас здесь живешь, Денис? Yeah, I live in Dubai. Yeah, I live in Dubai. Ну и как там, неплохо, да? Nice. Тебе нравится? Yeah, nice, very nice. Ну, я тебя еще через месяц спрошу, нравится тебе или нет. Когда станет очень жарко. Да, о чем я и говорю. Посмотрим через месяц. Summer, Я сейчас заканчиваю здесь и улетаю. До октября. Вернусь только в октябре. Тут очень жарко. 50, 55, 48 градусов. Сейчас. Но тебе придется остаться. Тут неплохо, но ты увидишь, как опустеют улицы, потому что днем очень жарко. Я же почти все свои машины отправляю в Иорданию. Можешь, кстати, приехать тоже погоняться. Там все очень классно. 50 тысяч человек зрителей. Все очень неплохо. Это у Мертвого моря. How much price is this box? Амар. Амар. Чем мы платим-то? 25? 28 за этот месяц. Нет. 28 в месяц за квадратный фут. По 28, ну и налоги еще. Да, но выйдет почти 1,5 из-за налогов. Да, я знаю. Последний вопрос для наших зрителей. Есть ли у тебя автомобиль мечты для дрифта и для города? У меня есть обе. Ну смотри, машина мечты для дрифта. Ну сначала это был RCF. Поскольку никто такого не делал. Было круто водить машину, которой ни у кого нет. Ну не знаю, машина мечты может быть Макларен. Но это прям машина мечты. Сделать дрифтовый Макларен. Думаю, никто такого не делал. Ну а про обычную машину... Уличная машина мечты. Что-то вроде этого. Старые машины. Evo. Мне нравятся старые машины. Не знаю почему. У меня есть еще универсал E30. Тоже заниженный в старых машинах. Все чувствуется. Не люблю суперкары. Не знаю почему. Типа Макларен F1, Lamborghini, Ferrari. Не знаю. Пока вы здесь, может вам следует посмотреть мастерскую моего брата. Он там делает тюнинг. Посмотрите на моего брата. Тут в 3 минутах всего. Пешком можно дойти. Ахмат отправил нас к своему брату, говорит, но мы пока не знаем, брат он настоящий или такой, типа мой брат. По-английски, да? Russia? Это мастерская. Это диностенд. Сейчас я быстренько покажу вам эту комнату. На этом стенде мы настраиваем машины. Этот зал больше заточен под отделку, настройку, работу по электрике.
А в другой части мы занимаемся механической работой. Да, это наш особенный проект. Новенький Nissan 2022. В нем стоит двигатель из корвета от Chevrolet. О май гад. Новенькая машина с новеньким двигателем. Карбон, карбон, карбон. Карбон, карбон, карбон. Смотри сюда. Найс. Карбон. Вау. В кузове этой машины вообще нет металла. Друг, зацени. Даже стойки карбоновые. Все в этой машине из карбона. На колеса он подает 1000 лошадиных сил. This is a drag Да. racing car. Драговая Subaru. Это нестандартный блок Subaru, как это видно здесь. Это цельный алюминиевый блок. Это топливный насос, сухой картер, большая турбина. This is your work Да, все наша работа. and Kevlar. Карбон. Карбон мы заказываем. Only Мы mechanical. собираем все сами, но карбоновые детали заказываем. Nice, nice car. Вот это Colt, Mitsubishi Colt. В нем стоит двигатель Evo. Это полный привод. С завода эти машины такими не делают. Square. Nice. Thank you very much. Welcome. Good. Да, заходите еще. Гараж. Nice, nice. Друзья, мы продолжаем ходить по необычным гаражам, к очень крутым парням в гости. Сегодня мы в гостях у шейха Султана. Шейх. Привет. Шейх — это очень крутой парень. Вот это первый чувак, который просто, когда встретил меня в Абу-Даби, дал мне свой дрифтовый Бентли, сказал: езжай, катайся, говорит, кайфуй сколько хочешь. И я тогда понял, что эти ребята очень серьезно настроены, и они реально клевые и классные. How many square foot this area? 27 тысяч. Да, 2 этажа, 27 тысяч. Ну, короче, дофига места. Вы сейчас все это увидите. Это все необычные гоночные гаражи. Короче, это гараж шейха. Здесь бардак, очень грязно. Я извиняюсь за свой гараж, все вверх дном. Your car is not normal. Aston Martin, Bentley. Они веселые, мне нравится. What's your favorite platform? На самом деле шейх Султан, он реально едет очень всегда весело и задорно. Он тоже участвует в нашей гонке Grassroot, у него красный Nissan 370Z, и он всегда едет по фану, всегда на риске. Даже если развернется, он все равно газует, газует, газует. Короче, классный парень. А когда ты построил свой Астон? 5 лет. 5 лет назад. Старая машина, затем Корона. Я делал Бентли перед Короной. И сейчас есть еще и другие машины. Мы поставили Twin Turbo, сухой картер. Он среднемоторный. Прикиньте, у него стоит в ЛС не Charge, а турбо. Z2 турбины. How long participate in drift? Уже где-то лет 10. 10 years. Я готовился к соревнованию, но теперь уже не могу. За iPad? Да, Motec 1212. После запуска он опускается вниз. Как шейх Султан предложил мне сесть в Астон Мартин, я не могу отказаться. В прошлый раз шейх решил подарить мне корвет, но я отказался. Но если сейчас будет предложение подарить Астон, я уже не откажусь. Хорошая посадка, да? Мне нравится сидеть низко. Тут все как надо. Very nice, very nice. Samsonov, no? Да-да. Сколько в нем лошадиных сил? 850 сил. Ну, слушай, с учетом того, что это абсолютный кастом, нет никаких решений на рынке, и Султан просто эту машину собрал как хотел, как видел, то это, конечно, неплохая сборка. Это абсолютно первый и единственный Астон Мартин дрифтовый в мире. И в нем ты сидишь, как в гоночной машине, понятный обзор, понятная посадка. Ну-ка, дверь закрою, что получится. Ну, короче, это жир, это прям кайф. Моей первой машиной был
BMW. Нет, 350-й. Да, затем Supra, затем Mustang, Black Series. That's the Mustang. Не-не-не. Да, Black Series CL. Black Series? SL? CLK. О май гад. Дрифтовый. SL? Да, профессиональный. Вау. В общем, шейх Султан на самом деле удивляет, потому что любые идеи, о которых ты мечтаешь, он уже реализовал. Это мой старый E92. GK, your car. Да, но мне он не нравится, слишком большой. Это Bentley, ты на нем ездил. Он в хорошем состоянии, на ходу, отличная машина. Ты ее помнишь? This is show car, yeah? Нет, для дрифта и веселья. Эта машина полностью из карбона. Все эти панели, они специально для дрифта. Сверху у нас есть небольшая мастерская, где мы работаем с карбоном. Но в Абу-Даби есть мастерская Хасана. Он тоже занимается дрифтом. И весь карбон мы делаем сами. Кузова и все остальное. Наш Сергей Кабаргин. Да, большой босс. Сергей Кабаргин. He like it expensive project. Да, это безумие. Машины удивительные. Но у меня тут все попроще. Это S15, моя профессиональная машина прошлого года. Мне очень нравится, но там тесновато. Мне внутри уже маловато места. Она очень хорошая. Очень, да. Вот это очень похоже на Сильвию, тоже очень хорошая машина. Да, да. Очень хорошая. Очень-очень. Я видел, да. У меня она в таком же стиле, как у тебя. Этот обвес на самом деле из России. Это все стеклопластик, не углеволокно. Дверь очень легкая. LS2, yeah? LS3 6.8. И крыша карбоновая. What is GZ, bro? Вон там, на хранении. GZ-ов нет. Я их разве что вынимаю. Ну точно Каба, блин. GZ не любит. Я первый раз встречаю человека, который говорит, что Альтеза это очень крутая машина. Это первое. У Дахама такая же, но эту я сделал раньше. Я сделал ее где-то в 2016-м. Уже очень давно. Сделали эту, и потом все остальные машины тоже были красные. Я хотел купить у шейха Султана машину, вот такую дрифтовую, но она в Европе. И он ее делал по Европе. А вот из ее дрифт. Все еще в Европе. Верну ее после лета, покатаюсь и верну назад. Ford 1932, полностью кастомный. Надо только заменить аккумулятор. У него двери открываются с кнопки. Он полностью кастомный. Вау. Но это двери самоубийцы. Там очень грязно, но работа очень хорошая. Можно на ней повеселиться. LS, 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 LS. Все это LS. А вон там GZ, GZ. 1, 2, 3, GZ. 4H. Вон там. Да, который в углу. RB, VQ. И все стоковые коробки передач. Шейх Султан сейчас строит машину, за которую я разговаривал, например, с Аркашей Цареградцем и говорил, слушай, хочу себе такую сделать дрифтовую. Он говорит, не вздумай, никогда не будет работать. Вот шейх Султан ее строит, посмотрим, так ли это. Ну и он попросил не говорить, что это за машина. Это она, да, да, это она. Ну, сомнительный проект, но посмотрим. В будущем здесь тоже будут машины, поэтому там подъемник, чтобы поднимать запчасти. Поднимаем, несем сюда, все очень удобно. Для парковки, для запчастей. Здесь, как я тебе говорил, мы работаем с карбоном. Вот это место. Но это временно, пока мастерская в Абу-Даби перестраивается. Это карбон.
This is a new project. Вот это Secret car? секретная машина. Да-да, а это для корвета. Corvette. И это тоже. Мы тут еще не начали. Это новый проект. Тебе понравилось? Ты видел? Yeah, I like it. My favorite brand. Хочется отметить, какие ребята все приветливые, все доступные, все приходят к нам. Сам шейх Султан с нами разговаривает и спокойно заводит себя в гараж, показывает свои секреты, новинки, не новинки, все свои машины, открыт к диалогу. К сожалению, мы не очень хорошо говорим по-английски, и мы не можем там супер как-то комфортно пообщаться. Но в целом мы все видим, понимаем. Видно, что ребята куда-то двигаются, что-то экспериментируют, изобретают. Это безумно круто. Я прям вообще кайфую. Прям реально круто. Спасибо тебе большое. Спасибо за визит. Давно уже говорил, что приедет. И вот, наконец, приехал. Все время приносил встречу на другой день. Занятой человек. Продолжайте смотреть канал. У Дениса все самое крутое. Он выкладывает крутейшие штуки, посещает все мероприятия. Следите за его работой. И если вы хотите подрифтить, то заходите к нам, присоединяйтесь к Денису на Среднем Востоке. Приезжайте смотреть чемпионат. Я знаю, что у Дениса в рукаве есть парочка проектов, которые вы скоро увидите. Продолжайте смотреть. И до скорого. Супер, тебе спасибо. Огромное спасибо. Рад видеть. Спасибо за визит. Как по-английски сказать, увидимся на разгоне. Увидимся на разгоне, да. Конечно, спасибо. Итак, вы видели богатые гаражи, но на этом дрифт не держится. Тут есть и простые ребята, которые, так сказать, попроще, но на самом деле по-настоящему дают всегда под хвост ребятам, которые с деньгами. Привет. Пару слов для наших подписчиков, твое имя, где мы находимся, что за локация и так далее. Конечно. В первую очередь, большое спасибо, что приехали. Добро пожаловать в Академию ProDrift ОАЭ. Мы находимся в месте под названием Умаль-Куэйн. Это в 45 минутах езды от Дубая по трассе, без пробок, так что... Ну да. Мы находимся здесь уже с 2011-го. Это наша площадка для тренировок. Здесь мы учим как профессионалов, так и начинающих. Всего в нашей программе есть 10 уровней. Начиная с самого нуля, это программа для новичков, затем полупрофессионалы и профессионалы. Меня же зовут Эмир М. Чихап, я менеджер этой академии, занимаюсь дрифтом уже последние 5 лет. До этого я гонялся, но дрифт — это нечто другое. И да, я местный инструктор. И последние где-то года полтора главное мое занятие — это обучение людей дрифту. Также тут вы видели, как я ездил на двух колесах, ну как меня катали, и тут и еще дрифтил на Golf R. Поэтому я сейчас задам важный вопрос. Езда на двух колесах — это же тоже ваша академия? Да, это был наш инструктор, его зовут Рахман. Он практикует езду на двух колесах, и скоро вместе с ним мы начнем разработку еще и этой программы. У нас есть и другой гараж, где проходит большая часть работы. Это место для мелких ремонтов. Иногда у нас бывает 5-7 учеников за раз, и здесь находятся запчасти, которые можно быстро поставить, чтобы вернуть машину на трек. Чтобы ученики не теряли времени. Все хотят побольше поездить и большему научиться, а мы стараемся сделать их опыт лучше. Какая твоя любимая платформа? Ладно, это очень хороший вопрос. И у меня есть на него два ответа. Если говорить про Арабские Эмираты, Infiniti или Nissan очень популярны, и тому есть причины. Nissan делают очень прочные коробки, их машины очень надежны. Думаю, ты видел, как водители из EDC ездят на них с утра до ночи, и машины остаются на ходу. А я лично сказал бы... Я водил корвет, и мне нравятся корветы. Я бы сказал, что сейчас одно из моих самых любимых шасси — это корвет.
Вот эта машина, на ней мы учим новичков. С 1 по 3 уровень. У нас есть 2 такие, то есть 3 такие. И когда ты доходишь до 7 уровня или 9, ты начинаешь учиться на вот этой машине. Представим, если приедет богатый Да-да. ученик, который не захочет садиться в 350Z, скажет: я хочу Макларен. Ну, вот в чем дело. Ты все равно будешь строгим учителем. Ну, конечно же, я строгий. Я считаю, что либо ты учишься правильно, либо ты не учишься. Ну, то есть, в чем смысл владеть Феррари, если ты не можешь ее контролировать? Я говорю это большинству ребят, что сюда приходят. К счастью, к нам приходят многие владельцы суперкаров. Они хотят научиться водить свои машины на пределе, так что они учатся, выезжают на трек и делают это с комфортом. В России много бизнес-драйверов. Да. Но если такие приходят, допустим, сюда, что ты им скажешь? Угу. Это моя зона. Ты не богатый тут, ты студент. Заткнись и слушай меня. Это да. Ну, как сказать, иногда с учениками надо быть жестким, иначе они ничему не научатся. Здесь мы относимся ко всем одинаково. Неважно, насколько ты богат, мы в любом случае изо всех сил стараемся предоставить лучший опыт обучения контролю машины. Однажды и твоей машины. Если какой-то парень не согласен, он не хочет учиться. Лучше бы его здесь не было, чтобы он не наделал ошибок и ужасных ошибок, знаешь. В конце концов, так можно и жизни лишиться. Понятно. Короче, тут не проканает. Будешь ты слишком богатым, бедным, все тут приравнивается, в принципе, как у нас. Смотрел ли когда-нибудь RDS GP и что думаешь про этот чемпионат? RDS GP, да. Это был один из крупнейших чемпионатов, ну, то есть мне очень жаль насчет санкций, но если бы все было нормально, то это стал бы самый крутой чемпионат всего мира. Это SX. Но, как видите, в состоянии он такой же, как у нас всегда в России. И отсюда вопрос, что это? Это проект, как обычно, мы начинаем с нуля. Мы взяли эту машину на аукционе, и в наших планах... Сейчас расскажу. У нас есть еще одна Silvia S13, еще один двигатель, и мы хотим сделать из нее еще одну машину для учеников. Она подойдет тем ученикам, которые хотят ездить на турбированной машине с соответствующими ощущениями. Итак, мы поднялись на небольшую такую чил-зону. Здесь ветрено, красиво. Там вообще есть ралли-зона, но вроде бы площадка, но она достаточно большая, и тут даже проходят соревнования. Что опять говорю я? Давайте передадим слово нашему другу. Окей. Пару слов про эту зону. Ну ладно. После долгого дня работы с учениками мы занимаемся дрифтом без перерыва по 5-6 часов. Потом мы идем сюда, в эту чил-зону, если тебе угодно. Здесь мы все расслабляемся, ученики здесь знакомятся друг с другом. И в то же время у нас готовят хорошую пиццу к концу дня. Это хорошее дело. Ну и тут мы общаемся про дрифт, о том, как у кого сегодня все прошло, кто чему научился, и про любые мелочи, которые беспокоят учеников. Моргенштерн пробовал дрифтить? На самом деле это были я и Абдул-Рахман. Мы участвовали в официальном видео Моргенштерна вот с этой машиной. Мы рады всем, и наше сообщество, как ты видел, очень хорошее. Здесь каждый друг друга поддерживает, и мы помогаем людям со всего мира добраться до нас, насладиться дрифтом, научиться дрифтить. Дрифт — это стремительно растущий вид спорта пока что. И, как я уже говорил, то, что к нам приезжают со всего мира, это наша привилегия. Это обмен культурой, обмен опытом. Ты как бы начинаешь понимать разницу между культурами автоспорта тех или иных стран. Потому что в каждой стране есть своя специфичная категория, свои машины, и не только это.
обмен подобной информацией, подобными знаниями — это всегда очень хорошо. Так что мы тут рады всем, и на самом деле, если у вас, ребята, есть время, приезжайте в Академию Pro Drift ОАЭ. Важная ваша особенность, что у вас нет зимы. Поэтому лучше приезжайте где-то с сентября по апрель. В другие месяцы не надо. Спасибо большое, бро. Пожалуйста. Рад пообщаться с вами, ребят. Вообще без проблем. А сейчас я пойду учить английскому. Сегодня мы в гостях у Насера, у того самого парня, с которым у меня в этом году были какие-то постоянные зарубы, мы вечно встречались в топ-8. Хочу заметить, что он очень крутой парень, вы сейчас с ним познакомитесь. И самое главное, обратите внимание, какой он скромный, какой у него маленький бокс. При этом Насер является действующим чемпионом OIDC это Оман. Бронзовым призером OIDC и чемпионом эмиретского чемпионата. В общем, Насер, классный парень, встречайте. Привет, парни. How are you? Look, shit bang, going my way for a hot sec. They want me to cool off, nigga, not yet. Как долго ты ездишь? Вообще-то, это был мой 3-й год. Следующий будет 4-м, так что, да. 40? Всего 3-й год. 3? Да, только 2 года в соревнованиях. То есть я начал 3 года назад. В прошлом году начал соревноваться. Это было впервые в прошлом году. Я также победил. А этот год — это 2-й год соревнований. Так что все получилось довольно шустро. Но я занимался моторспортом и ранее. С 16-летнего возраста я занимался драг-рейсингом. То есть начал с 16 лет. И первый двигатель я сжег, когда мне было 18. Так что, да. Я начал рано. I'm interested in making as opposed to making friends. Double bags, I've been paranoid, having the safest sex. Эту машину я купил 3 года назад, когда начал заниматься дрифтом. Машина была полностью в стоке, и свой первый сезон я проездил, ничего в нее не добавляя, без ручника. Машина была полностью оригинальной. Я изучал старый японский стиль, работая педалью тормоза и сцеплением. Затем, спустя год, мы свапнули в него 418-й Строкер LS3 с докбоксом. У меня все еще хранится двигатель. И мы заменили многие вещи в ее подвеске. Спереди у меня стоят FDF. Это одни из моих спонсоров. Ну и да, потом машина стала совсем иным животным, но это очень тяжелая машина. Сейчас вместе со мной внутри она весит 1300. Очень хорошее шасси, жесткое, но не очень подходит для дрифта, то есть Supra 90 намного лучше. Сейчас, в этом последнем году, когда я приезжал в Оман, в ней было только 500 лошадиных сил, мощности было маловато. В этом году мы поставили другой двигатель, этот 6-литровый с очень большим нагнетателем, 2.65, он создает 14 PSI на низком бусте, подавая на колеса 800 лошадей, на высоком бусте в 16 PSI на колеса подается 900. Так что, вот, этот двигатель я собирал здесь. Очень простой двигатель, ничего особенного. Обычный 6-литровый, совмещенный с докбоксом и штатным дифференциалом. Его бы не трогали, дифференциал стоковый. Ты же постоянно ломаешь дифференциал. Ну да, мы на Среднем Востоке. Достать такой дифференциал очень легко, они дешевые. Можно было бы его усовершенствовать, но для этого пришлось бы перемещать топливный бак и сделать кучу всего. Пока идет сезон, я не хочу ничего такого пробовать. А еще у Насера есть уникальная штука, его бабушка русская. Сейчас мы об этом спросим. Your grandmother is Russian? Да. Она из региона, который называется Чечня. Она жила там до 1970-го. В 70-м она покинула Россию и переехала сюда. Да, она русская. Мои отец и мать из Германии, моя мать из Сальвадора и наполовину испанка. Такая вот смесь. Мой отец наполовину немец, наполовину сириец, ну то есть наполовину русский, наполовину сириец.
Да, очень намешано. Очень намешано в парне. Yeah, Классная very big кровь. mix, very Кстати, чувствуется, поэтому классный парень. What about next season? Your plan? Сейчас, в этом сезоне, я доволен Средним Востоком. Здесь я достиг своих целей и мечтаю перебраться в Европу и Россию. Masters? Да, Drift Masters. Drift Masters и RDS — это мои следующие цели. Чтобы ехать RDS GP, нужно ехать весь сезон. Да, я уже читал об этом, я в курсе этой информации. По сути, тебе нужно гоняться со всем классом. То есть не по несколько машин, как в DMEC, где в каждом раунде участвует по 5 машин. Поэтому мы планируем собрать новую машину специально под Европу и Россию, поскольку я не думаю, что эту допустят до гонок в Европе или в России. То есть мы сделаем другое шасси. Да, не думаю, что ее пропустят. S13 собирается в соответствии с правилами RDS, поскольку если ее пропустят туда, то пропустят и в Европу. Так что мы срезаем клетку, переделываем машину, чтобы она прошла на RDS. И надеюсь, в следующем сезоне в середине я закончу с S13, когда все будет готово, мы отправим ее в Европу и будем перемещаться между Европой и Россией. Ребята, пишите в комментариях, прямо сейчас, возьмите, напишите, хотели бы увидеть такого мощного парня в составе команды Fresh Auto Drift, либо просто в RDS GP. Поэтому давайте прям мощно напишем в комментариях и скажем: Дмитрий Андреевич, ну пожалуйста, ну пустите на 1-2 этапа. На самом деле, поэтому в прошлый раз я и сказал про Европу, потому что я в курсе, что мне нужна лицензия RDS Европа, чтобы двигаться дальше в RDS Россия. Да, я очень ценю это. Это... Fucking Валина. Какая твоя основная работа? Да, наша компания существует 14 лет, она называется Sadeco Decorations. Мы занимаемся интерьерами, еще у нас есть стекольная компания. Также параллельно я занимаюсь недвижимостью, торгую акциями. Это моя основная работа, а вот это на самом деле скорее хобби. Да. Ну то есть, это было хобби, а теперь оно занимает всю мою жизнь, но я все еще называю это хобби. Ты сам торгуешь акциями? Да, торгую акциями, чтобы подрифтить. Машины, которые мне нравятся в плане дрифта, это Supra A90. Мне нравится она внешне. Supra A90. Смотрится очень грациозно. Они другие, они новые. У меня на этих Supra. Выглядит очень агрессивно и хорошо, мне нравится. Сколько людей в твоей команде? Только я и мой автослесарь. Да, но нам частенько помогают и другие люди. На любом мероприятии, где мы участвуем, у нас всегда по паре машин, и оба автослесаря хорошо знакомы с обеими машинами, поэтому мы работаем в команде. Но когда я поеду в Европу, когда мы будем гоняться там, с нами будут Drift Brothers, Виктор и Линус с BMW E92. И 92? Да, вот на этих. These BMWs. Yeah. So, Это мои друзья, они участвуют в DMEC, так что, надеюсь, там мы сможем объединить усилия и увеличить нашу команду. Главная вещь, которую я жду от RDS или Европы, это новые трассы, совершенно другую ментальность. Когда мы гоняемся в Омане, к нам приезжают машины из Европы, и в них есть много интересного. Например, в BMW Дениса, когда он приезжал, там все очень сильно отличалось от того, что мы видим здесь. Я ожидаю много нового опыта, всегда хорошо поучиться у людей, которые занимаются этим уже подольше. Показать, что умею я, посмотреть, что могут они, и встать на подиум вместе с ними. Это основная цель. И я очень жду поездку в Россию, надеюсь, однажды это случится, это моя мечта, надеюсь, однажды она исполнится. Спасибо, мужик, большое спасибо. Да, давай пойдем посмотрим. Не, я не хочу ее сломать. С этими тачками я не так знаком. Может, ты попробуешь? Давай попробуй.
Пум-пум-пум-пум. No, it's not. Так, здесь что у нас? Круиз. Вот, traction control off. Ладно. Off. Yeah, go. Ну давайте попробуем. Работает? Теперь у нас есть доказательства. Ну ладно, значит, завтра у нас ночь дрифта на этой машине, да? Ребята, мы в Абу-Даби. Вы, кстати, многие спрашиваете, пишете: Дэн, где вы базируетесь, где находится база фрешафта, где вы храните свои машины. Так все совпало, что у нас много машин, и нам действительно их где-то нужно было на скорую руку хранить. И наш друг Ихаб сказал: ребята, давайте временно организуем вот такой вот небольшой бокс. Ну, в целом, вот по-быстрому ребята плитку кинули, по-быстрому привели его в состояние. Тут еще непонятный свет, но уже через 2 дня здесь будет все сиять, короче, светиться, все будет симпатично, красиво. И самое главное, машины будут стоять не на солнцепеке и умирать, погибать смертью храбрых, а стоять в гараже. Ну и плюс есть бокс, куда можно положить зип, там резину и все-все-все. Вот, кстати, наш инструмент, на котором мы с Никитосом проехали аж 7 гонок. Вау! В общем, кайф. А сейчас мы поедем в гости в бокс к Ихабу, в компанию Автофикс, и вы посмотрите, как у него все изнутри устроено. Погнали! Друзья, мы в гостях сейчас в компании Автофикс. Именно с этого места начался наш путь в эмиратский дрифт. Можно сказать, это такая наша маленькая мекка дрифта. Короче, мне здесь реально безумно приятно находиться, потому что именно здесь мы впервые купили себе черную зетку, на которой я поехал, тут же стал вкатываться в местный движ. Именно сюда мы привезли мою бэху. Именно здесь мы стали делать все свои планы в этом сезоне. И, конечно же, главный босс всея Автофикс – Ихаб. Хай, бро. Здорово, братан. Ребята, давайте прямо сейчас накидаем комментов Ихабу, потому что он реально крутой чувак. Он реально вот всегда за какой-то такой правильный пацанский движ. Говорит: пацаны, все, что хотите, пожалуйста, все ко мне. Говорит: Денис, твой дом, мой дом. Вот эти все вот эти движения, которые мы так все любим. В общем, брат, я тебе искренне благодарен. Thank you very much. It's all, Пожалуйста. Our season, you present for me. Я с радостью, братан. How long time you drift? На самом деле, официально я в дрифте всего 3 года. Всего 3. Но раньше мы дрифтили, будучи детьми, в любом случае. Второй парень говорит, что он 3 года в дрифте, я начинаю чувствовать себя просто... Официально. Я про соревнования. Уличный дрифт. Это был давно. В Ливане еще, в детстве. Мне лично нравится, как Ихаб едет, он реально газует, всегда на максималочку давит. Пока, может быть, нет каких-то суперзвезд, но не хватает с неба, но парень очень перспективный. Очень. И вот сейчас здесь поставит Леха заезд, как он едет. Это твой гараж, но как ты начал строить авто, какая у тебя история? Ладно. Заниматься ремонтом мы начали после того, как началась работа над вот этой машиной. Я отправлял ее в 4 или 5 разных мастерских. Мы работали над машиной, но все время были какие-то проблемы. Работы выполнялись не в срок, постоянно какие-то проблемы. Тогда я решил открыть собственную мастерскую, собрать свою собственную команду, чтобы сделать машину точно так, как это надо мне. Чтобы знать, что внутри. Когда я занимаюсь дрифтом, я все знаю о машине. Если появляется какая-то проблема, мы всегда знаем, что делать. Нам не нужно кого-то приглашать, кого-то ждать. Мы можем все сделать сами. И началось все чисто с моей машины. Затем уже к нам начали приезжать знакомые, друзья. Ну и это превратилось в бизнес. Мы открыли этот гараж 2 года назад.
Сейчас идет 3-й год, в мае будет 3 года. У нас было больше 20 дрифтеров, мы собрали больше 30 машин, все здесь. Теперь мы также делаем машины под аренду. Да, аренда машин для дрифта. И стоковые, и профессиональные. В следующем году мы начнем сдавать их в аренду. Вы часто спрашиваете, Дэн, где взять тачку в Дубае погонять? В Эмиратах. Вот, надо идти к Ихабу, он все вам организует. Вот я тот самый чувак, который первый раз пришел к нему, попал в его надежные руки. Как говорит Рома, для нас special price. Но я думаю, что для вас будет сильно дороже прайс, чем у кого бы то ни было. Кстати, это реально большая проблема в Эмиратах. Мы с Ромкой прочесали многие гаражи. И даже здесь можно увидеть машины, которые были до этого в других гаражах. Но сегодня они здесь у Ихаба, потому что у Ихаба умеренные цены и, соответственно, нормальный пацанский подход. Раньше эта машина была в стоке. Обычная машина для дорог общего пользования. Я купил ее на кастом-шоу. Впервые я увидел ее на кастом-шоу. 4 года назад, да. Я купил эту машину и первым делом свапнул в нее LS. Это был 6.2 LS3 из Камара. Я купил для этого Камара. На механике мы вынули из него силовую установку, поставили сюда, поставили нештатную подвеску. С этого все началось. В первый год все было довольно весело. Я просто дрифтил, не участвовал в соревнованиях. Первое соревнование, в котором мы поучаствовали, это EDC. Тогда я начал понимать, что у меня хорошо получается. Я понял, что мне нужно больше мощности. И отправил машину сначала в одну мастерскую в Дубае, потом в другую. Ну и там 3 точки. Затем же мы открыли эту мастерскую и начали работу над машиной с нуля. Каркас безопасности, подвеска. Все, что есть в этой машине, сделали мы сами. Нет, каркас был, но трубы были слишком тяжелыми, мощности было просто слишком много. Были проблемы со сход-развалом, я давил на газ и начиналось силовое подруливание, машина уводила в занос. Мы просто не знали, как с этим справиться. На самом деле у Ихаба машина почти на всех пирогах, там на Винтерсах, на всех движухах, только почему-то они у многих у них, кстати, не секвентальные коробки, я удивлен. Но при этом все как бы собрано по уму, там на сухом картере и так далее. И Ихаб очень легко относится к любым моторам, там у него чуть с мотором какая-то замешательство, он говорит, типа, выкидываем, новый ставим. Я такой, типа, у нас, короче, так в России нельзя делать, а у них это сплошь и рядом, типа, не нравится мотор. Ну, Дамиру с джезетами никто сказать не мог много лет, вот, сейчас сказали. Сейчас посмотрим, как у Дамира с ЛСами будет складываться. Уже так не получится, типа. Ой, не хочу нихуя говорить. Я мечтаю, чтобы AutoFix стал домом для дрифтеров. И с моей стороны, если я как-то могу поддержать того, кто любит этот спорт, я сделаю все, что могу. Это часть моей жизни, моя главная страсть. И приходя сюда, я рад здесь работать. Даже когда мы собираем машины для кого-то, для клиентов, мы делаем все так, как будто бы для себя. Насколько разнообразна география пилотов, которые здесь уже обслуживались? Я не считал, но минимум, наверное, 8-9 национальностей. 32. Да. Вообще, я инженер-строитель, у меня есть строительная компания. Я начал работу в 2007, а затем я начал искать машины. Покупать машины, продавать машины. С этого все начиналось. И потом мне выпал шанс собрать машину для дрифта. Вообще-то это очень дорого стоит. То есть я потратил где-то лет 8 на работу, прежде чем начать думать о машине для дрифта. Короче, Ихаб, как настоящий дрифтер, немного перекуп, а еще имеет свою профессию инженер, да? Инженер чего? Гражданский инженер. Гражданский инженер. Я не знаю, что такое, но, короче, он гражданский инженер. И это очень круто. Civil engineer это...
Типа всякие строительные инженеры. Ну, в общем, как и многие панковые дрифтеры, он имеет много профессий и больше всего любит дрифт и кайфует от дрифта. Пойдем еще гараж посмотрим. Смотрите, какой эпичный паренек, красавчик. Он ремонтировал мою BMW, сейчас ремонтирует Z-ку. Классный механик, жестянщик офигенный. Вот у Рехаба, видите, малярка, подъемник в покрасочной зоне. Ну, короче, в целом все вот так нагромождено, все по-арабски, все по-дубайски, но при этом все с какой-то своей особенной душой. Мне нравится. Короче, они везде LS пихают, даже в Сильвии. Щагоча умрет. О май гад. Реально LS3. Полюбуйтесь. Все легально. Legal? Да. Зарегистрировано на номерах. Заменен только двигатель. Никто не перепаивал шасси. И это классическая машина. Если машина классическая, то можно с ней такое делать. Короче, за что люблю Эмираты. В Дубае Ихаб говорит, такое не прокатит, а вот в Абу-Даби можно. Ты пригоняешь Сильвию на ЛС с левым рулем и ставишь их закон на учет и их дубасишь. Через 2 недели мы будем ездить на этой машине. На номерах. Пацан сказал, пацан сделал. А как быстро вы можете поменять ВК? VQ? Двигатель? За сколько его можно заменить? Ну, может, за 2 часа. Тут не засчитать, сколько таких было уже. Короче, VQ здесь как пакет молока. Просто выкинул и новый, короче, запихнул. И стоит how much VQ? $1000? Двигатель? Какая $1000? Это много. Такой двигатель можно взять за 500. Короче, не там мы живем, пацаны. Пойдемте покажем еще фишки автофикса. Смотрите, ребята, настоящий диностенд. Мы, кстати, здесь настраивали Бэху. И не одну машину здесь настраивали. What's the car, bro? Это машина Вивьена. Он француз. French guy? It's new car? Это его машина. У него были проблемы с двигателем, но теперь все уже практически готово. LS3, я? Да, это LS с нагнетателем. Я уже начинаю угадывать, какие здесь под капотом моторы. Я оторвал дверь. Нормально? Да я понимаю, что это Ламбодорс. Какой ты умный, Рома. Аккуратнее, ну что ты делаешь? Нормально же общались. Я подписан на Джека Шанхана с тех времен, когда его спонсировали Fresh Auto. Это было его мечтой — быть там, среди этих парней, перенять их опыт. Был один парень, Дмитрий, Дима. У него школа или академия. Семенюк. И, в общем, он давал нам советы по настройкам. Можно сказать, мы учились у этих парней. Это настоящие профессионалы. Кюшки здесь просто как вот они, видимо, едут по городу, смотрят свалкой, собирают там эти моторы. Из ее car, bro? Да, это для мастерской. How many car do you have? Cars? Личных машин или машин компании? All car. Всего? Окей, personal car. Моих личных 8. 8 машин. Включая те, что для дрифта. Вместе 8. Wait, drift. Да. Окей. На повседнев у меня всего 3. Мы работали на уровне, которого нет в ОАЭ. Когда к нам попадали машины из России, особенно после BMW E46, наше представление о машинах для дрифта изменилось. О том, как они работают, о профессионализме. И мы начали у них учиться. Это изменило все. Уровень дрифта, уровень сборки, уровень сервиса. Наши парни... Ну, сейчас я дам вам пример. Однажды у нас работал один механик по имени Никита. И он подготавливал машину в одиночку. Да, иногда с кем-то на пару, но я говорю про сервис. Он был один. Мы помогали ему, да, но подавали инструменты, что-то такое. И у него не было никаких проблем. Так что от вас, ребята, мы переняли удивительный опыт. И спасибо вам большое, вы очень нам помогли, вы изменили сообщество. Все наше сообщество.
Теперь все в курсе, что если позвать вас на какое-то мероприятие, то уровень этого мероприятия изменится. Появится нечто новое, новые лица, новый опыт, улучшится качество. Спасибо вам за все. Классные слова. В общем, Ихаб, можно сказать, резюмировал все то, что мы пытались донести вам в этом видео. Мы говорим о том, что классная тема обмениваться опытом, расширять границы, приезжать друг к другу в гости, показывать свой уровень, смотреть на уровень других пилотов, показывать свои тачки, смотреть другие тачки. Это действительно огромный опыт. Мы за этот маленький зимний сезон получили огромный такой багаж опыта, набрались, накидали себе каких-то умопомрачительных планов. Только сегодня с Ромкой ехали, обсуждали, как мы в ближайшие годы обязательно планируем поехать и в Америку, и в другие страны сгонять, и обязательно там подрифтить. В общем, ни в коем случае не переключайтесь, мы будем делать классные вещи, будем посещать вот таких прикольных людей, как Ихаб, и как все те ребята, которых мы показали вам в этом видео. Как говорит Лосев, увидимся на разгоне? Но здесь, короче, ролик не про дрифт, тут ролик про автокультуру. В общем, любите тачки, кайфуйте от них и обменивайтесь опытом. Thank you, bro. Это тебе спасибо. You're the best. Спасибо. You're the best, bro. Мой брат. Bro. General bro for the way.